Марианская впадина. Самая глубокая местность Мирового океана – Марианская впадина. Она находится в Филиппинском море, на юго-востоке острова Гуам. Название свое получило из-за близкого расположения Марианских островов. Абсолютно точную глубину Марианской впадины до сих пор никто не берется назвать. Примерная глубина – 11 022 метра. Это число, которое получили в результате измерений на советском научно-исследовательском судне «Витязь» в 1957 году. Почему Марианская впадина такая глубокая? Исследователи полагают, что это место встречи двух тектонических плит, крошечной Марианской плиты и огромной Тихоокеанской плиты. Мы расскажем вам несколько фактов о загадочной Марианской впадине. А перед началом я прошу вас подписаться на канал. Обещаю, впереди много интересного. Теперь погнали. Факт номер 1. На дне впадины обнаружены горные хребты. Всего 4 горы высотой более 2 километров. Их обнаружили в 20 веке, когда впадину исследовали специальным оборудованием. Это произошло еще до первых погружений. Факт номер 2. Впадина имеет форму полумесяца и имеет длину около 2540 километров, среднюю ширину 69 километров и глубину до 11 километров. Атмосферное давление Марианской впадины выше нормального в 1100 раз. Вода никогда не прогревается, ее температура не превышает 3 градусов. Факт номер 3. Марианская впадина считается четвертым полюсом Земли. Юг и север – географические полюса, а Эверест и Марианская впадина – геоморфные. Кстати, Эверест может полностью поместиться во впадину по высоте, еще и больше километра воды останется сверху. Факт номер 4. На сегодняшний день всего 3 человека побывали на дне Марианской впадины. В 1960 году лейтенант ВВС США Джон Уолш и швейцарский исследователь Жак Пикар первыми достигли дна Марианской впадины на батискафе Триест. Вторым человеком является режиссер Джеймс Кэмерон, известный по фильму «Аватар». Он погрузился на дно в полном одиночестве. Джеймс внес огромный вклад в изучение Марианской впадины, он сделал качественную съемку местности и привез образцы живых организмов. Факт номер 5. Марианская впадина имеет статус заповедника. Здесь нельзя ловить рыбу, раков и заниматься добычей полезных ископаемых. Разрешается только научная деятельность. Факт номер 6. Наблюдения за сейсмической активностью вокруг Марианской впадины показали, что бездна пропускает воду в недра Земли. Поскольку впадина – это место столкновения тихоокеанских плит, то в результате их движения, будучи более плотной и более старой, Тихоокеанская плита постепенно уходит под крошечную Марианскую, что позволяет огромному количеству морской воды стекать через трещины в земную кору и верхнюю мантию. Но это не просто жидкость. При более высокой температуре и давлении на этой глубине вода может быть заперта в породах нижней плиты в виде водных минералов, которые затем погружаются глубже в мантию. По данным специалистов, за последний миллион лет таким образом под планетную кору попало около 80 миллионов тонн воды. Факт номер 7. Но самое интересное – это фауна, которая населяет Марианскую впадину. Раньше считалось, что жизнь на глубине больше 7 километров просто невозможна. Однако ученым при погружении удалось обнаружить и запечатлеть некоторые экземпляры. Рыбы и раки внутри впадины живут в полной темноте и у них катастрофически мало кислорода. Эволюционируют они в такой среде намного медленнее, поэтому вполне очевидно, что существа на дне впадины похожи на доисторических. На самом дне живут мелкие рачки, а рыбы в таких условиях жить не могут, потому их можно встретить только на глубине 8000 метров. Ниже будет небольшая подборка фотографий тех обитателей, которые точно проживают в Марианской впадине. Рыба-иглород. Поскольку иглород обитает на глубине свыше 1800 метров, где практически нет света, ему самому приходится быть себе лампочкой. Его маленькое, 15-сантиметровое, тело имеет биолюминесцентные органы, которые иглород использует для общения с другими рыбами, защиты и в качестве приманки. На конце усика у него есть светящееся утолщение, которое мелкие рыбешки принимают за добычу, а в итоге сами попадают в прожорливую пасть иглорода. Плащеносная акула. Свое название рыба получила за 6 рядов волнистых жабр длиной около 2 метров. Живут плащеносные акулы на глубине более 1000 метров и редко попадают в поле зрения людей. Рыбы, поднятые на поверхность, гибнут практически мгновенно, и единственный способ изучить этих необыкновенных существ – наблюдать за ними в их естественной среде. Гримпотифтис. Когда мы думаем об осьминогах, то представляем себе крупную голову с 8 щупальцами.
Но Гримпотифтис принадлежит к семейству апистотейтовых, то есть зонтичных головоногих, он скорее похож на купол от зонтика. Несмотря на свои размеры, это маленькое существо, грозный хищник, он глотает червей ракообразных целиком. Кроме того, это один из самых глубоководных осьминогов, который уютно чувствует себя на глубине 4000 метров. Рыба-топорик. Эта суровая рыба и впрямь похожа на топор или тесак, плавающий на глубине 2000 метров под водой. Все ее 40 видов очень плоские, металлически серебристые и биолюминесцентные. Бочкоглаз. Бочкоглаз в процессе эволюции обзавелся очень необычными чертами, которые позволяют ему улавливать даже самый тусклый и рассеянный свет. У этой рыбы прозрачная голова, внутри которой свободно двигаются похожие на бочонки глаза. Обычно они всегда направлены вверх, чтобы бочкоглаз мог видеть силуэты своих жертв, проплывающих над ним. Акула домовой. Акула домовой, будто выплыла из кошмарных снов или фильмов ужасов. Морда с гигантским носом, похожим на клюв, огромные челюсти, которые могут выдвигаться вперед, и неожиданно розовая кожа. Эта грозная хищница отнюдь не кроха, она достигает 5 метров в длину. Эта акула обитает на глубине 900 метров, причем чем старше особь, тем глубже она будет жить. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, я буду вам признателен за лайк, комментарий и подписку на канал.